Даниэл, А, Добрый вам день, слово. дорогие участники клуба «Осознанные». Для меня это большая честь сегодня выступать перед вами. И большая честь, конечно, знать Шолпан Кыргызбаевну, так как она действительно очень необыкновенный человек. А самое важное — это даже не то, что ее научные достижения, а то, как она является великолепным человеком с лучшими человеческими качествами, такими как самообладание, а, умение быть другом, умение испытывать эмпатию к людям, вне зависимости от того, какие люди. Вот. И сегодня у меня будет лекция, как ни странно, об умении быть самим собой. Вот. И я поделюсь некоторыми лайфхаками по тому, как это можно осуществлять. Вот. Немного обо мне информации. Но я хотел бы сказать, что мое образование, международные отношения — это такая междисциплинарная область, которая позволила мне развивать навыки такие вот трансцендентальные, благодаря которым вот я смог развить в себе многие другие качества. Ну, одним из основных это является именно писательство. Я очень люблю писать, таким образом я нахожу самовыражение. Ну, и писательство, оно является такой формой еще выживания, да, вот благодаря тому, как я пишу, я могу реагировать на те или иные ситуации. А самое важное, что какой-то, может быть, негативно накопленный опыт в прошлом, вы можете его прописать в тексте, и это может не экстраполироваться уже на ваше будущее. Оно остается в прошлом, остается как, значит, в виде художественного текста, и вы работаете с этим уже как просто с текстом. Вот. Таким образом, вот можно избавиться от тех или иных, может быть, комплексов, которые человек приобретал вот в ходе своего развития с младенчества. Вот. Мне этот опыт очень сильно помог. Писал я давно. Я вел разные дневниковые записи, потом занимался такой компиляцией. И после прочтения какого-то автора всегда возникало желание что-то там вот проэкспериментировать, написать какой-то там рассказ короткий. И вот таким образом я понемногу начинал писать. А потом уже, когда учился в университете, у нас была зарубежная литература, где мы активно ставили пьесы, сценки. И тогда вот я продолжал писать, я очень много переводил разных стихов, вот. И в конце концов я решил сделать магистратуру по creative writing, и это было очень таким вот важным этапом в моей профессиональной деятельности. Я написал сказки, новеллы, ну, потом роман. Конечно, каждый текст, он всегда автобиографичен, потому что автор делится своим жизненным опытом, ты делишься какими-то, может быть, событиями, какими-то значит, явлениями, которые преодолевал, и какие-то вот челленджи, да, сложности, которые вы могли испытать в жизни, и то, как вы с этим боролись, вы передаете в тексте. Это очень, очень интересно. Вот, можно перейти к следующему слайду. И я сегодня хотел бы рассказать о том, какие у меня возникли вообще стратегии, благодаря которым вообще я по жизни хожу. Вот. Очень важно понимать то, что мы живем в таком мире, где очень большие информационные потоки. Мы получаем вообще информацию практически, ну, отовсюду. И сегодня, наверное, нужно защищаться, да, от информации, потому что она не всегда бывает подлинной, она не всегда бывает ориентирована на то, чтобы нам было хорошо. Часто бывает так, что информацию производители создают в собственных целях, которые могут не сходиться с нашими собственными. И ам, такие инструменты, как критическое мышление, они очень помогают вообще бороться с тем, как мы фильтруем информацию, да, мы
оцениваем ее. И мы оцениваем на основании очень четких критериев. Ам, Вообще принято понимать, что критическое мышление или рефлективное мышление, оно свойственно очень и очень цивилизованным сообществам. Когда человек получает информацию и может ее проверить, он такой информационно грамотный, да, он может всегда с каким-то определенным скепсисом, да, принимать практически любую информацию, даже может в той или иной степени низвергать авторитеты. Часто бывает так, что какую-то информацию нам представляют и говорят, а эта информация, допустим, была высказана тем-то или тем-то очень авторитетным человеком. Но очень важно уметь ам, эти факты и вообще информацию или данные, да, все-таки подвергать анализу. Вот. И когда вы можете сопоставлять те или иные факты между собой. Вы можете, допустим, определять, фейк это или не фейк, да. Даже если это какая-то статья, и даже если это какой-то пост в интернете или какое-то устное сообщение, которое передано вам близкими. Любую информацию, которую вы получаете, вы должны уметь а, очень четко определять на то, насколько она подлинная, да, и какие-то искать все-таки основания. Поэтому логика здесь очень важна. Думскроллинг, очень такое интересное и очень уже, оно с 2020 года стало в употреблении. Doom с английского языка переводится как "злой рок", а скроллинг как, значит, скольжение, м, прокручивание, да. И, вы знаете, что когда, ну, в интернете очень многие занимаются как бы серфингом, когда вы можете просто по тексту, скользить и смотреть вообще, а, контент, да. И думскроллинг означает то, что человек попадает вот в новостную ленту, которая заточена на то, чтобы человек получал постоянно какую-то порцию негативных вестей, и этот процесс, он настолько захватывающий, да, что человек уже практически движется до какого-то, знаете, психического сдвига, да, потому что все прокручивается, прокручивается. И вы знаете, очень многие социальные сети, они построены таким образом, что вот действует значит, это практически такая роботизация, да, там вот вы какую-то информацию посмотрели, а, практически подобная информация, идентичная той, которую вы смотрели, появляется. И вот как бы как по гиперссылке вы все больше и больше затягиваетесь и тратите на это огромное количество времени. А самое важное, что от той информации, которую вы получаете, очень будет зависеть то, как вы будете вообще реагировать на свою вообще окружающую действительность. Учеными доказано, вот изданием Huffman Post было, значит, проведено исследование, благодаря которому, значит, те люди, которые утром смотрели в течение 3 минут негативные новости, значит, 27% из них в конце оценивали свой день как плохой. И другой как бы эксперимент, который показывал то, что вот как бы 3 минуты были посвящены значит, сообщениям, в которых вообще люди искали какие-то способы решения проблем, 88% из них, они рассматривали свой день как успешный и как хороший. Поэтому от того, как вы вообще вы должны понимать, что а, та порция информации, которую вы получаете в социальных сетях, она должна быть ограничена. Достаточно, может быть, одного раза, да, в день, для того, чтобы получить информацию, которая вам будет необходима для выживания. Вся остальная информация, она будет просто-напросто не нужна. Это информация, которая вас будет просто затягивать, и это будет пустая трата времени. Вот. Матрица.
Очень, очень важно вообще здесь понимать, как бы вы и матрица, да? Ну, что мы понимаем под матрицей? Да, такая таблица, которая состоит из значит, столбцов, строк, да, и которая может быть наполнена теми или иными элементами, да. Но что мы вообще в целом называем матрицей? Это как бы та система, в которой мы а, живем, да. Это может быть, вот, может быть, какие-то государственные какие-то структуры, или это может быть какие-то организации, это может быть какое-то, может быть, учреждение и так далее, да. Но это все, что существует вне нас, да, как система, как какая-то корпорация, какая-то организация, да, состоящая из тех или иных составляющих. Очень важно понимать, что матрица существует во все времена, она существовала всегда, и роль человека для матрицы, да, вы должны все-таки оценивать сами и понимать, что насколько вы можете существовать вне матрицы, но тем не менее надо понимать, что да, вы можете дистанцироваться от матрицы, но должны понимать, что для того, чтобы вы достигли какого-то успеха, вам нужно в любом случае взаимодействовать с матрицей, для того, чтобы, может быть, создать какой-то продукт, который вы можете реализовать, и для этого вам, конечно, нужно в той или иной степени взаимодействовать и кооперировать с матрицей. Да? Мы не можем полностью отрешиться от окружающего нас мира и существовать сами по себе как отшельники. Мы являемся частью социума, и это очень важно. Но почему я вообще говорю о дистанции? Потому что иногда бывает так, что мы можем не согласны быть с матрицей, мы можем быть не согласны вообще, может быть, с какими-то политическими или с какими-то, значит, социальными, конъюнктурными посылами, да, которые будут представлены матрицей, да, и мы имеем на это право. Но есть абсолютное понимание того, что с матрицей в той или иной степени нам нужно взаимодействовать. И здесь нужно, конечно, а, достигать такого полного, адекватного все-таки понимания. Вот. А, я теперь хотел бы вообще рассказать о том, что, да, мы взаимодействуем с матрицей, мы создаем свой продукт. Но здесь очень важно вообще понимать, почему мы создаем продукт, почему мы хотим это делать. Да? Очень часто бывает много разных препятствий, может быть, на нашем пути много всяких вызовов, да, и м, одной из таких проблем, может быть, которая мешает нам вообще свой продукт создавать и вообще быть на своем месте, это прокрастинация. Да? Она мешает вообще тому, чтобы наша мотивация как-то развивалась. Она мешает тому, чтобы у нас вообще была какая-то самодисциплина. Да, есть какая-то, значит, небольшая когорта людей, которая обладает такими вот, может быть, устойчивыми ценностями, благодаря которым она может существовать достаточно успешно. Но прокрастинация, итак, прокрастинация от латинского crastinum или crastinatium, а, завтра и про для, да, это откладывание, да, того, что мы могли бы сделать сейчас, мы откладываем на завтра. И очень часто, это бывает касается каких-то очень важных дел, и которые могут вообще влиять на нашу жизнь, даже на наше здоровье. И мы откладываем, да, допустим, у нас болит зуб, и мы думаем, вот, ну вот не сейчас, там, вот через 2 месяца, когда я получу там зарплату, я пойду там к хорошему стоматологу полечу свои зубы. Но надо понимать, что вот вы не начинаете там лечить зубы, а там начинаются другие процессы, да, другие процессы, которые могут вообще усугубить ситуацию. И а, здесь очень важно понимать, что какие-то вещи, они должны быть сделаны сейчас. Это могут быть важные, срочные дела, важные, несрочные дела, или не очень важные и несрочные, не важные и срочные. Здесь нужно ставить приоритеты и понимать, что у вас является приоритетом номер один, номер два, номер три. И
И все это, конечно, подвязано с тем, что вы должны уметь планировать. Когда вы планируете, у вас есть какая-то определенная цель. Для того, чтобы достичь той или иной цели, вы ставите перед собой определенный, наверное, вот, список задач, благодаря которым вы сможете достичь ту или иную цель. Допустим, вы хотите стать менеджером, да, или ваш ребенок хочет стать там менеджером. Но он понимает, что для того, чтобы стать менеджером, ему нужно развить те или иные компетенции, а может быть еще получить формальное образование, может быть там вот постажироваться какой-то, получить опыт, и это все как бы является какими-то, ну, определенными звеньями в этой в целой цепи для того, чтобы достигнуть успеха и в конце концов вот стать менеджером и открыть для себя какие-то двери. Допустим, вы хотите английский язык выучить для того, чтобы там открыть себе двери там в Европу, и достигнуть, успеха вот, на там, я не знаю, глобальном рынке там образования или там, допустим, экономики и так далее, да. Вот. Что еще помогает вообще бороться с прокрастинацией, да? Это, кстати, прокрастинация, это не лень, да, это то, что человек осознанно, он откладывает те вещи, которые можно сделать, либо ждет какого-то, знаете, вот ждет каких-то там вот уже запретительных сроков, когда нужно завтра нужно это делать, или там студент, который в течение всего семестра не учится, и там за день начинает весь материал, весь курс там готовить и учить. Конечно, это будет уже некачественная работа, это некачественно будет вообще, как бы, может быть, сдача экзамена, и это все вот сказывается на эффективности, на производительности и на оценке, да. Здесь очень много будет, может быть, разных причин вообще, почему возникает прокрастинация, да. Может быть, это какие-то страхи, которые были в детстве, да, там вот, когда ребенку говорят, вот, "Ишь ты захотел", да, там, или там вот какая-то недооценка, да, его там способностей. И может быть, страх — это что-то сделать. Но иногда бывает так, что, у человека перфекционизм, да, вот он хочет все делать идеально, и вот значит, не предлагает там, допустим, свой труд, пытается как-то все отодлить сроки для того, чтобы сделать эту работу, очень качественно. Но так или иначе, все эти случаи показывают то, что прокрастинация, она может быть достаточно такой длительной и очень, значит, негативно влиять вообще, на жизнь человека. Умение планировать, я сказал, является одним из таким способом, успешных, чтобы вот бороться с прокрастинацией. И значит, тайм-менеджмент. Да, тайм-менеджмент, и вот если вот, пройти такой вот, курс, где есть очень много таких методик, благодаря которым вообще можно, прокрастинацию, бороться. Мне очень помогает такой, значит, способ. Вот, когда я читал про Бенджамина Франклина, да, вот его биография, вы знаете, что он очень много вообще там, кроме того, что там вот подписывал, там и его можете видеть на долларах, и что он подписывал Декларацию о независимости и, значит, был общественным деятелем. Он еще занимался наукой, да, вот молниеотвод и все. И он каждое утро просыпался и говорил себе, что я должен сделать сегодня. Да, у него был такой список дел, которые он должен был сделать. И уже вечером, перед тем, как лечь спать, он проверял, что из того списка, который вот он планировал делать за день, что он из всего этого успел сделать. Вот такой, как бы, может быть, вот это составление такого списка. Это можно делать, конечно, и на бумаге, а это можно делать просто в сознании, когда вы просто можете себе это представить, что вы должны делать. Мне это очень помогает. Я даже когда вот иду в магазин, чтобы там вот где-то что-то там не забыть, и все, я себе записываю, и вот мне нужно купить это, купить то, чтобы не прийти в магазине и все там, все не купить. Да, у меня когда-то был такой. Да, значит, покупал очень много вообще, часто ненужных вещей. И мне,
значит, продавщица как-то сказала, она видела, что я часто покупаю. Она говорит: "Вы знаете, когда вот ссорюсь с мужем, вот я раньше могла ему все выговорить, все ему сказать, все, что о нем думаю, вот, а тут как-то я решила, вот 3 дня подожду, не выскажу". И вы знаете, 3 дня проходит, говорит, и все, вот проходит весь гнев, и проходит все, как бы, и ты ничего там уже ему и не говоришь. Вот вы говорите, придите через 3 дня, если вам захочется, вы купите вещь. И как-то я так этот способ стал применять, и 3 дня прошло, и как-то мне не нужны эти, вещи, и как-то не покупаешь то, что тебе не нужно. Вот. И не собираешь у себя там в квартире хлам. Вот. Итак, это кратко все, о чем я хотел, рассказать. Я готов отвечать на вопросы, так что вы можете задавать вопросы и по вот этим тематикам, и, может быть, по писательской деятельности тоже я буду рад ответить, на все ваши вопросы. Даниэл, благодарю. Я Да. хотела бы, чтобы вы рассказали нам, если можно, о своем, ну, пути. Как вы пришли вот к своей... Нас очень интересует, многих вот моих студентов, участников клуба, как прийти к самореализации, как найти свое предназначение. Вот, может быть, на своем примере или вот что-то в этом Хорошо. Очень направлении. интересный вопрос. Да, очень интересный вопрос. Я люблю вообще отвечать на этот вопрос. Вы знаете, когда я был маленьким, мне очень повезло, что моя мама педагог. Вот. Но тем не менее проблемы тоже были. Мама очень хотела, чтобы я был математиком, чтобы я был медиком, и как-то уже там все планировала, что вот я стану врачом, но как-то хотела реализовать какие-то свои, значит, неисполненные, да, какие-то хотелки. Вот. Значит, смотрела, как бы проверяла всегда мои аттестаты, знаете, так случилось, что когда мне было 10 лет, и у нас была такая ситуация, мой папа хотел продать машину и дал объявление. Да, вот пришел покупатель, ну, потенциальный, значит, я один дома, и он знакомится со мной. Я такой был маленький, мне вот было лет 10, может быть, мне можно было дать 7. Вот. И он начал со мной разговаривать. Это мужчина был, ему было 27 лет, мне тогда казалось, что это какой-то пожилой мужчина. И он говорит: "А кем вы хотите стать?" Я говорю: "Дипломатом". А он так на меня смотрит, такой маленький дипломат. Я говорю: "Да, я поэтому учу английский язык и слушаю новости". Вы знаете, он был так удивлен, что я такой маленький, и значит, отвечаю ему на вопросы таким образом. Но знаете, что случилось? Он машину не купил, да, но через неделю, он передал книгу через маму мою. Он, представьте, он пошел в магазин, купил 4 тома, значит, "Истории дипломатии" под редакцией Громыка и Потемкина. И вы знаете, я был впечатлен. Да, вот какой-то посторонний мужчина купил мне книги, нашел время, и вот все. И вы знаете, это как-то определило вообще мой выбор. Я был очень послушный ребенок. Мама говорит, настолько был послушный и спокойный, что в доме можно было вообще подумать, что вообще ребенка нет. Вот. Но когда я закончил школу, и вот здесь поднялся вопрос вообще о моем поступлении, она собрала консилиум, значит, мама, дедушка, дядя. И все стали на меня давить, что вот медицина, что я должен приносить людям, значит, благо, что я должен лечить людей. А я говорю: "Мама, это не мой путь. Я не хочу быть медиком. Это просто-напросто вопрос через мой труп". Вы знаете, вот все просто были в недоумении, как вот такой послушный ребенок, и вот он так отвечает. Я говорю: "Нет, я хочу быть дипломатом". И вы знаете, так получилось, что к тому моменту, когда вообще я хотел быть дипломатом, я разговаривал с дедушкой. Он рассказал, что так сложно, тут нужно поступить только в ГИМО, что там так сложно, все только дети дипломатов поступают. И так случилось, что когда я закончил школу, распался Советский Союз. Распался Советский Союз, и у нас открылся этот факультет. Вот. И я поступил одним из первых, кто поступил на эту специальность. И я не работал в МИДе, я проходил практику в Министерстве иностранных дел. Я очень много читал биографий вот разных дипломатов, и как-то у себя вот как-то, знаете, вот у меня визуализация очень так активно работала. Я себя представлял как дипломатом, который там верительными грамотами вот представляет государство за рубежом.
Но я работал дипломатических миссиях в рамках международных организаций, значит, ООН и Красный Крест. Красный Крест у нас вот статус организации за рубежом был дипломатический, и очень интересная работа. Вот, я побывал в 58 странах, очень много путешествовал, значит, общался с разными людьми, и писатели, художники, поэты, и не поэты тоже. Вот, поэтому работа была разная, но очень интересный такой опыт. И здесь, знаете, вот важно то, что почему я хочу вот рассказать про это, почему я про это рассказываю. Я, будучи маленьким, не побоялся вообще идти к своей мечте. Вы знаете, очень много времени прошло. Мы как-то встретились вот с дядей, который тоже участвовал в этом консилиуме. Он говорит: "Вот если я такой бы вышел бы врач, у тебя был бы кабинет, к тебе бы приходили вообще вот, пациенты, и ты бы так вот спокойно их слушал". Я говорю: "Дядя, вы знаете, вот прошло 30 лет, как я окончил школу, но я ни один единый день не сожалел о том, что я выбрал эту свою, профессию". Я сейчас являюсь, программ-лидером специальности международные отношения, директором Центра политических исследований. Я сам преподаю, и мне это нравится. Я иду на свою работу как на праздник. Но я не представляю себя врачом. Значит, это не моя профессия, это не мой путь. Это хорошая профессия, но нужно уметь все-таки говорить а, за себя и делать свой выбор и не бояться. Вот я, будучи десятилетним ребенком, не побоялся быть самим собой, не побоялся сделать свой собственный выбор, потому что я осознаю, что что бы ни происходило, выбор я делаю сам. Я сам несу ответственность за свой выбор. Виктор Франкль, который являлся очень хорошим психиатром, он оказался в застенках концлагеря, он говорил, что свободным можно было быть даже в концлагере. Да, у тебя внешне отняли свободу, но свободным ты все равно являешься, и твое сознание, оно всегда свободно. Его никто не может заточить в тюрьму. И несмотря на то, что вот они находились в таких условиях, люди писали произведения, люди рисовали и вообще занимались творчеством и так далее. И, конечно, были и люди, которые сникли. Он очень многим помог вообще не совершить самоубийство. У него есть книга очень интересная "Скажи жизни да". Вот. И очень важно вообще, когда у нас есть мотивация, и мы можем развивать эту мотивацию, мы можем ее поддерживать. Это очень и очень важно. Несколько Да, запутанно, но я надеюсь, что я смог ответить на ваш вопрос. Даниил, можно сказать, что вы были осознанным очень рано, вот уже в десятилетнем возрасте? Да, да, я думаю, да. Я думаю, Мгм. что это абсолютно так. И я думаю, вот не странно, что мы с вами вообще всегда были на одной волне, просто интуитивно. Почему? Потому что, ам, что бы ни происходило, конечно, очень важно вообще принимать осознанно, да, и вообще осознавать, что происходит вокруг тебя, и все свои решения, которые вы принимаете, конечно, нужно а, принимать осознанно, да. И я не понимаю, когда люди вот совершают те или иные поступки, и потом боятся вообще принять ответственность. Очень часто вот я сталкиваюсь с тем, что ты пытаешься вообще найти людей, которые вот были связаны с той или иной какой-то ситуацией, с каким-то промахом, и в конце концов понимаешь, что никто не хочет вообще принимать на себя ответственность. Люди просто-напросто отнекиваются и пытаются просто как бы напросто значит, объяснить тем, что вот они не осознавали, они не понимали, они не хотели и так далее. Но я этого не понимаю, потому что, все, что бы я ни делал, я стараюсь делать все таки осознанно. И А я вот делаю ошибки, я их делаю как бы вот я осознаю, что это мои ошибки. можно спросить, как развивать эту осознанность? Потому что бывает так, что человек проживает всю жизнь, так и не став осознанным.
что было вот каким-то толчком, вот каким-то озарением, что сделало, вообще помогло стать осознанным для вас? Для меня это мышление, да. М, Это все-таки как бы способ мышления, это ваш mindsetting. И сколько бы вам ни было лет, вы можете развивать свое мышление и развивать его а, благодаря общению, может быть, с умными людьми, да, может быть, читая, да. Но вот я опять же, вот я, может быть, коснусь своего вот опыта. Мне было еще 5 лет. Но я не хотел бы, чтобы это звучало как такая, знаете, ярмарка тщеславия, вот что я вот такой весь талантливый, умный, красивый и все такое. Это не так. У меня тоже очень много, если вы задаете вопрос по поводу моих недостатков, я отвечу. Вот. Но мне было 5 лет, и меня родители решили отдать в балетную школу. Вот. И запомнился такой случай. Это вот уже рассказывал мой дядя. Значит, меня спрашивает искусствовед, а почему говорят, что у человека золотые руки? Да? Я начал отвечать, что вот потому что человек там вот работает, у него такой труд, и поэтому вот ему так говорят, и все. И он говорит, я так удивился, что тебе было 5 лет, и ты вот так отвечал, а я обиделся. Потому что я считал, что это нормально, когда и со мной, кстати, вот я помню, что со мной никогда не разговаривали как с ребенком. Вот. Меня вот маленького дядя ставил на стул и разговаривал со мной как вот со взрослым. Мы с ним обсуждали книги и так далее. Это развитие. Я считаю, что к этому можно прийти только благодаря развитию и развитию своего мышления. Я часто видел людей, которые были способны, чисто интеллектуально, они были способны, у них были какие-то задатки, у них была какая-то предрасположенная генетика и так далее. Но когда нет труда над собой, когда нет дисциплины, когда человек вообще не движется к чему-то целенаправленно или осознанно, тогда он просто деградирует. Я видел то, как люди деградируют. И видел то, как люди, у которых, может быть, изначально, были достаточно посредственные способности, и они достигали успеха. Сами по себе способности без труда, без пота, они ничего не значат. мгм. Может, вы поделитесь, как достигать целей? Как достигать цели? Ну, это, Мгм. во-первых, управление временем. Да, вы должны знать, допустим, что вот такое-то количество времени вы должны, допустим, посвятить тому-то и тому-то. Это уметь планировать, да, это уметь анализировать, да, потому что вот даже если вы получаете какой-то там, я не знаю, какую-то порцию информации, да, вы должны понимать, что, ну, вы не можете сесть и тысячу томов там прочитать, чтобы понять то или иное. Вот. Наш мозг сам, знаете, он умеет фильтровать ту или иную информацию. И здесь очень важно, как в писательстве, когда вы пишете текст, чтобы, знаете, не разойтись так, вот когда люди стараются там ну, знаете, шлифовать свой текст до какой-то такой идеальности, и они просто не могут остановиться. Да? Вот это тогда, когда человек должен знать, что вот здесь эта черта, и здесь я остановился, и этого достаточно для того, чтобы вот я мог идти дальше. И это очень важно с тем, что когда вы работаете с той или иной информацией и потребляете ту порцию информации, которая необходима вам для того, чтобы создать свой продукт и чтобы он был успешным, вот вы должны уметь определять и ставить какие-то вот, может быть, такие ограничители, да. Вот этого мне достаточно, дальше я не иду. Это так же, как с информацией, допустим. Вы ставите себе там 15 минут, там, зашли там, вот, там, послушали интервью, там, этот Евроньюз, там, или CNN, или BBC, там, или там, допустим, в Инстаграм зашли на 5 минут, посмотрели. Это будет вам достаточно вообще, чтобы получить эту информацию, и мозг сам уже будет работать с тем, как вообще эту информацию для вас, значит, использовать. Вот. Значит, четкий ставите план, благодаря которому вы можете, допустим, поставили себе ряд задач, и
это будет такой как бы план действий, да, для того, чтобы вот достичь той или иной цели. Вот. Цель должна быть, понимаете, она должна быть одна, какая-то четкая. Вы должны для себя четко вообще прорисовать, да, что я хочу в конце концов сделать. Я выучил, допустим, английский язык. А что в конце концов это мне даст? Какая у меня цель? Да, значит, я выучил английский язык для того, чтобы, может быть, поступить на программу там MBA. Значит, я заканчиваю программу MBA и приезжаю здесь, я там запускаю свой какой-то там, ну, бизнес, там, проект или там стартап и так далее. Ну, вы должны сами для себя четко ответить, для чего я это сделал, буду делать, что я в конце концов получу, да, это будет таким ясным пониманием, что это будет и какая у вас, значит, цель. А что мне нужно для того, чтобы я смог это сделать? Мне нужно, значит, пройти, ну, может быть, курсы, а может, мне нужно какое-то приложение закачать себе в телефон, чтобы выучить английский. Может, мне нужно познакомиться с каким-то рядом иностранцев, с которыми я могу практиковать английский язык и так далее. Значит, цель и задача. У вас есть цель и задача, и когда вот у вас есть цель и задача, у вас есть уже, сформированный план, у вас уже не будет, понимаете, вот таких мотаний, там, прокрастинации и так далее. У вас будет мотивация, а мотивация, она всегда помогает вообще бороться с прокрастинацией. Мотивация возможна, когда есть самодисциплина. Это вот такие вот, это все одно как бы вот зависит, вот взаимосвязано очень. Даниэл, для вас что важнее, Мгм. иметь цель или мечтать? Вы знаете, я могу сказать, что да, конечно, уметь мечтать — это хорошо, и это замечательно. И это, может быть, очень важно для того, чтобы ставить какие-то, ну, высокие планки, да, потому что планка должна быть всегда такой достаточно амбициозной, да. Но это не должно быть такое, знаете, вот вы лежите на диване и мечтаете. Ну, так я в это я вообще не верю. Вот. Или там вот, там, я вот лежу и рисую себе там вот картину там будущего. Нет, потому что, это возможно только благодаря тому, что вот вы мечтаете, да, вы мечтаете о чем то, да, но при этом, вы целенаправленно мечтаете. Вы ставите цель для того, чтобы достичь своей мечты. Это вот такой, как вы, вот как уровень. Если вы возьмете, допустим, дартс, да, и вот ваша там мишень, да, и вот в центре вот это яблочко — это ваша цель, и это то, о чем вы мечтаете. И, весь этот путь по периферии, там вот он может быть там вот, может быть каким-то извилистым, может быть, это там вот все что угодно, это может быть какой-то серпантиновый ход, но, этот путь, который вы должны пройти, и вы знаете, что будет на каждом этапе, ну, по крайней мере, вы можете предполагать. А вы для себя прорисовываете это все, и заведомо вы понимаете, что я могу столкнуться с такими-то обстоятельствами. Значит, я вот как-то планирую то, что то-то, то. У меня есть для этого там-то такой-то, такой-то, может быть, ответ. И вы заведомо понимаете, что путь не будет гладким всегда. И вы будете сталкиваться с теми или иными вызовами, и вы должны быть готовы к тому, чтобы в той или иной ситуации суметь реагировать на те или иные сложности или вызовы. Ну, как бы цель, это, наверное, такой вот приоритет, и он как бы связан, конечно, с вашей мечтой. Но мечта сама по себе, вот я вот как бы в идеале, когда просто там вот человек мечтающий, там, но при этом если он ничего не делает, если он просто там прозябает и просто там, я не знаю, на диване лежит и плюет в потолок, то для меня это как бы очень плохая мечта. Мгм. Так, кто-то еще хочет вопросы, дорогие мои? Задавайте вопросы. У меня просто очень много вопросов, но я М. уступаю вам. У кого вопросы, девочки? Ну, пока они, девочки, собираются, я хочу спросить, Даниал, Да, вот вы посетили, побывали во многих странах, 50 с чем-то, да? 58. 58, потрясающе. Что вот самое
запоминающееся вот из этих всех стран, из этого списка? Что вот было такое вот уникальное, экстраординарное? Но вообще надо начать с того, что вот когда я путешествую, я не из тех людей, которые могут, знать, там вот лежать на шезлонге, взять там, я не знаю, там вот крем для загара и лежать там весь день вот на солнышке. Я, к сожалению, не являюсь вот вообще из той категории людей, которые вот именно так проводят вообще свой досуг, время. Вот. Мне очень нравилось всегда брать гида, да, это больше, чем просто там читать какой-то Ага, гид справочник. местного, да, В котором, кого-нибудь да, жителя? какого-то местного, который знает какие-то, особенности вообще местности. Вот и, ты с ним разговариваешь, коммуницируешь, и вот он показывает тебе какие-то, может быть, интересные закоулки, какие-то достопримечательности. И это все, конечно, потом очень запоминается, и это так. Знаете, мне больше запоминаются не красивые ландшафты, там вот, скала какая-то или там какой-то Гигский водопад и все. А вот больше мне нравится все таки такой исторический, а, туризм, когда вот вообще ты, соприкасаешься с историей, и ты вот понимаешь, что там вот, ходил, Крас, там вот, значит, читал Аристотель и так далее. И это, вот очень интересно, потому что это как вот, у Данте, да, вот, ты берешь за руки Виргилия и вот путешествуешь. Вот, такая своего рода Одиссея. Мгм. Но получается, что вот Греция, да, Греция, может, Италия. Есть и страны, есть и Да, страны. да. Ну, мне многие страны нравятся, ну, как бы многие страны, нравятся. Я думаю, что каждая из них, она интересна по-своему. Вот. Но, я не знаю, вот если бы я говорил о том городе, который, мне так близок по духу, это, наверное, Париж. Он мне очень сильно напоминает Алмату. Очень сильно напоминает Алмату, Интересно. потому что у нас город очень такой, знаете, очень тоже интернациональный. Вот. Я, как-то, знаете, у меня вообще предки были, вот, в смысле, дедушка, бабушка, они все были, репрессированы из Армении. Из Армении. Я думал, вот я приеду в Армению Мгм. и буду себя чувствовать как дома. И вы знаете, мы остались в гостинице "Они". Я проснулся утром, и я подумал: "Как это невозможно жить здесь. Одни армяне". И и вы знаете, я просто не привык к такой среде, где вот нет какого-то такого мультикультурализма. Вот. И во Франции ж тоже всё есть. Там вот, там можно какие-то интересные беседы вести, высокоинтеллектуальные, но это может быть просто какой-то сухой разговор с каким-то компьютерщиком. Ну, вот прямо как у нас. А я тоже себя чувствовала в Венгрии, когда я жила, работала в Венгрии. Очень так Я в Венгрии странно вообще не мог как-то. есть. Я вообще, знаете, мне так не нравилась венгерская вообще пища, и я практически ничего не мог есть. И вы не представляете, знаете, есть, маринованные огурцы и, помидоры в таком подслащённом соусе — это невозможно. Я ел только фрукты и всё. В том плане, знаете, что все говорили только на венгерском, и Да. вокруг были А вы одни знаете, венгры. у меня был, знаете, случай, когда я в Будапеште потерялся. Значит, я потерялся. Это был как бы второй день моего приезда. И вы знаете, никто не говорил по-английски. Это была единственная страна, где я понял, что английский тебе не помогает. Да, Но да. вообще венгерский, знаете, это такой сложный язык. Это, я скажу, из иностранцев, наверное, те, кто с очень сильным акцентом говорят на английском, это венгры, потому что у них очень сложный язык. У них совершенно другая артикуляция вообще выговаривания слов. Мгм. Если я, например, очень Даниал, редко встречаю писателей. Меня слышно, да? Да-да-да. да. Ага. И мне всегда интересно, вот художники, писатели, как вот они сразу, вы вот, например, что-то увидите, вам сразу хочется писать? Или вы потом осмыслите, вот эта сама точка, в какой момент вот вам приходит? И когда вы Ага. начали вот эту Да. саму нить писать? Понятно, да? Да-да-да.
Ну, понятно, да, очень интересный вопрос. Но вообще как бы художники и писатели — это все-таки люди, которые очень похожи. И просто как бы одни пока... Вообще как бы хороший писатель, он должен уметь не рассказывать своим текстом, а уметь показывать. И вообще те авторы, которые своим текстом могут в воображении человека, значит, рисовать те или иные образы, это всегда хороший, ну, писатель, как художник. Да? И вообще мы же понимаем, когда художник, вообще его произведение, оно интересно, не потому что это вот оно точь-в-точь передает вот какой-то объект или, я не знаю, персоналию, да, натюрморт, там, я не знаю, пейзаж, вот. Но это такое гиперболизированное вообще восприятие окружающих, окружения и вообще окружающей действительности, которое он может вот так артистично передать, и в этом сделать такой вот важный фокус, который будет оригинален и интересен, потому что сейчас очень вообще современные художники и писатели сталкиваются с тем, что очень многие формы, они испробованы, еще твердые формы очень испробованы, очень много разных используется мотивов, да, вот. Но вообще воображение, художника и писателя, вот чтобы что-то написать, ну, ты пишешь какое-то произведение, ты пишешь какое-то стихотворение, да, у тебя должно что-то в твоем сознании так переключиться, чтобы ты мог, допустим, я не знаю, вот передать свои чувства, а, сопоставляя это, может быть, с движением небесных светил на небосклоне, да, или ты видишь какой-то сон, да, и это может быть каким-то быть мотивом, или какая-то у тебя, может быть, есть муза. Обычно пишут люди вот интересно и так эмоционально, красноречиво, когда испытывают боль, или это неразделенная любовь, или это какая-то трагедия, да. Ам, Это может какая-то быть такая внутриличностная трагедия, как бы, может быть, внешне все хорошо, но человек этот, вот он вынашивает, ходит с этой какой-то, может быть, внутренней тревогой, значит, внешне все замечательно, и он передает это на бумагу, да, умеет передать это красиво на бумагу. И часто, я скажу вам, часто писатели не всегда грамотно вообще пишут. Да. Тот текст, который вообще попадает на руки читателю, он может пройти несколько серий вообще корректур, там, редактур и так далее. Вот. И но это именно, поэтому филологи вообще, которые там, я не знаю, на отлично заканчивают университеты, они не всегда становятся писателями, и даже очень редко. Да? Это могут быть такие, знаете, ам, люди, которые очень грамотно пишут, но при этом их тексты, они неинтересны, они не обладают каким-то талантом, да, это все-таки умение прекрасно иллюстрировать и писать, и рисовать на полотнах. Это дар, это дар. Вот. Я скажу, что я могу писать, а, и если как бы этот момент наступает, я могу писать и ночью, и днем, и вообще как бы не задумываясь вообще над тем, что происходит вокруг, да. И бывает так, что ты можешь месяцами не писать, можешь вообще практически забыть о том, что ты пишешь. Вот как Джоан Роллинг, допустим, написала своего Гарри Поттера практически не переставая. Это вот у нее вот этот образ. Потом есть писатели, которые пишут в жанре классического романа или фэнтези. Есть те, кто вообще как-то весь текст, он связан с фантазией, сочинительством. Ну, очень разные писатели бывают. Вот. Поэтому лично я начал писать еще, наверное, до того, как я стал писать. Да? Это я вспоминаю себя как-то маленьким очень, и вот мы ездили вот куда-то в гости, в машине. Я помню, что я никогда не смотрел по сторонам. Я всегда о чем-то думал, я всегда как-то вот что-то с чем-то сопоставлял, и это как-то не высказывал. И потом, когда начал писать, я помню, что очень активно писал. Вот. Меньше говорил, но больше писал. А теперь наоборот, больше говорю и меньше пишу.
Даниил, Благодарю. Да. можно сказать, писать можно писать от ума или все-таки в каком-то состоянии вот такого потока, вдохновения и как бы в состоянии души? Вы знаете, люди пишут не от учености, да, потому что ученые люди, они пишут именно как вот ученые книги, пишут от науки там и так далее, статьи, там, скопусы и так далее. Но благо, что мне вот повезло как-то, что я и наукой занимаюсь, и занимаюсь вот творчеством. Поэтому как-то мне повезло. Вот мне очень повезло, что я могу заниматься и этим, и тем, и достаточно в равной степени неплохо. Вот. Но вообще как бы творчество, оно не от науки. Оно не это все таки вот, из области такого все таки от творчества. Это все таки не от, не от учености. Да, это такой дар. Это может быть вообще человек даже может быть там аутист, а он может даже иметь какой-то, может быть, какой-то психический сдвиг, а рисовать. Понимаете? Рисовать. У него какое-то, знаете, своеобразное мышление, у него какой-то, своеобразный вообще подход к окружающей его действительности. У него может быть внешне для людей, какой-то психический сдвиг, а он пишет. Вы понимаете? И, здесь оно не связано как вообще напрямую с деятельностью мозга. Ну, в нашем вообще вот измерении и понимании. Поэтому я думаю, что для творчества вот трехмерное измерение, оно достаточно упрощенное. Да, как у Достоевского, оказывается, были в роду психически больные, Да-да. и в то же время были еще какие-то блаженные. То есть очень интересно Да, но понимаете, анализ это такие психологов. состояния, вообще как бы это же такие вот именно состояния, в которых должен пребывать человек, для того, чтобы вообще писать. Вот, Маяковский, допустим, написал про это, когда, значит, находился в разлуке и в ссоре с, Лили Брик, да. Они находились в очень такой, ссоре, и вот он, испытывая такую тоску, писал про нее. Вот, и она благодарила вообще свой рок за то, что она была в ссоре, и он написал такой вот гениальный текст. Вот. И так часто было. Мгм. Так часто. И Гала, и, Дали. Мгм. Но вы знаете, вот ученых, что их объединяет с творческими людьми, у них бывает очень развита интуиция. Да-да-да, абсолютно. Мгм. Вот я, знаете, я скажу, что вообще свои творческие тексты я пишу один. Творческие тексты я пишу и один, и без подпалки. Я пишу как бы вот, когда у меня есть какое-то озарение, у меня есть какое-то, ну, у меня есть какое-то состояние, когда я не могу просто остановиться. Я помню, у меня был такой случай, когда мне нужно было какой-то ответить одному из своих знакомых вообще о какой-то ситуации, которая со мной произошла. Я помню, я писал письмо, написал его на 75 страниц и не мог остановиться. И где-то на 74-м, на 4 листе, 74-м листе, значит, я подумал, вот он же будет это все читать, а, и, мне стало жалко, я вот просто, ну, решил закруглиться. И вот 75-я страница, это была вот последняя страница. И я просто бывает такой момент, когда ты пишешь, и ты не можешь остановиться. И вот, кстати, когда я проходил Курсеру, я же очень много прошел курсов, особенно в пандемию, где-то более 100, а вот в общем 180 курсов на, этой платформе. И мне очень понравилось качество, и я вот просто сидел как вот завороженный и слушал, выполнял эти курсы. Иногда иногда вот просто переставал есть. И в конце концов я понял, что я вот когда выключал одно видео, и у меня начиналось включаться второе, я понял, что я единовременно могу слушать 2 аудио. Я включал с двух вообще мониторов 2 видео одновременно, проходил 2 курса единовременно. Мне кажется, вот, мозг работает таким образом, что я могу единовременно, значит, из двух источников получать информацию и достаточно успешно. Я это осознал только тогда, когда проходил эти курсы, а так бы я вообще, даже не понимал бы, что я это умею делать. Вообще мы можем и не осознавать, то, какими способностями мы обладаем.
Мгм. Это вот разные вещи. Например, когда много информации, и слушаешь эту, иногда начинает голова болеть, потом думаешь, стоп, что-то не то. Или Да-да-да. это от того, что это неправильная информация, или все подряд. Да, знаете, нет, вот, ну, просто что касается курсов, я же знаю, какой я курс выбрал, и я знаю, допустим, лекторов. И я как бы вот целенаправленно знаю, что, допустим, я буду дослушать текст, ой, как бы видео, я знаю, что это вот такой направленности. Но когда вы имеете дело с какими-то большими данными или с каким-то вот, значит, неконтролируемым потоком информации, то здесь, конечно, важно вообще включать ограничители. Иначе вас может занести таким образом, что вы в конце концов не будете способны ту информацию, которую вы получили в таком большом объеме, обработать и проанализировать. Вообще она не будет для вас полезной. Таким образом нужно ограничители для себя ставить. Поэтому я говорю, вот один раз в день, там, допустим, вы слушаете, ну, для себя вот как бы знаете, чтобы у вас примерно такое расписание, что один раз в день вы слушаете, там, может, 15 минут там CNN, там на 10 минут заходите там в Инстаграм, и все, как бы вот, что это вам будет достаточно для того, чтобы вот в течение дня вообще, ну, работать, да. Не А все, увлекаться, да, то бывает да, сядешь, а потом, да, потому что когда куда, вы увлекаетесь, да, бывает да, такое. это вот именно doom-scrolling, когда вы увлекаетесь, и это увлечение, оно может привести к тому, что вы дальше читаете, вы потом видите, что да, как бы вот тот источник информации, который вам предлагает ту или иную тематику, а под эту тематику еще есть подтематика, и как по гиперссылке вы все больше и больше затягиваетесь, и это все приводит до того, что до психического сдвига. Да, поэтому здесь нужно включать такие ограничители, как по времени, да, такой тайм-менеджмент, что вы для себя говорите, что вот я ровно столько буду смотреть. Как вот ребенку, допустим, вы даете, допустим, на 15 минут iPhone и говорите, да, потому что сейчас вы заметите, что очень большое количество детей, они носят очки, потому что, ну, раньше не было столько мониторов и столько скринов, как сейчас. Мгм. Мгм. У кого еще вопросы, девочки? Ну, можно задать такой вопрос. Вот, да-да. Да. Ну и сейчас у вас как, вот именно сейчас, чем вы занимаетесь? Политика. У вас тоже Да. касается, тоже там что-то? Да, я сейчас занимаюсь наукой. Я сейчас, значит, у меня выходит 3 книги. Одна книга — это по тому, как надо писать, да, как писать разные тексты, как написать эссе, как написать. Я очень часто даю тренинги по написанию академического письма, особенно эссе. Это вот моё прям любимое. Вот я, значит, часто вот предлагаю такие тренинги. Вот. Эта книга будет вообще по таким разным вообще формам письма. Вот. Вторая книга — это экономическая теория, какие вот существуют разные экономические теории. Это для студентов, которые изучают экономику. Вот. Я еще экономист. Вот. И третья книга, она по международным отношениям. Она по международным отношениям выпускается в издательстве Palgrave. Вот. И пишу статьи, значит, по водным ресурсам, значит, по целям устойчивого развития. Вот такие исследования. Значит, курирую студентов. Значит, в последнее время у меня появился ТикТок. Я вот делаю такие вот краткие, значит, высказывания на минуту, на 2, на 3, рассказывая о том вообще, что происходит в жизни, как реагировать на то, что, значит, студенты так себя ведут или иначе. Или, допустим, вот что делать, когда человека перестают уважать, может быть, человека уважали только из-за денег, а когда у него нет денег, то его перестают уважать. И вообще как-то делюсь какими-то своими соображениями, своими мыслями в таком вот, значит, потоке, значит, на "Тикток". И у меня один из студентов, он будет писать дипломный проект по позиционированию специальности международных отношений, в социальных сетях на примере "ТикТока", потому что у него там 1 000 000 просмотров, у него большое количество там подписчиков и все такое. Я говорю: "Ну, пишите вообще то, что вам знакомо, вам понятно, и вы сможете это
красиво упаковать и представить на суд комиссии там вот в университете. Ну, вот такими разными вообще проектами занимаюсь. Потом волонтер в организации «Инактус Казахстан». Вот. Ну, заведую центром по значит, политическим исследованиям. Там у нас мы предлагаем всякие разные стажировки. У нас практику проходят студенты КИМЭПа. Вот со школы права, со школы социальных наук. Так что, ну, много всяких разных дел. Вообще практически занимаюсь многим чем. Интересно, конечно, очень вы занимаетесь. Но вы оставьте нам ссылку на TikTok. Мы особо, конечно, многого чего можем, конечно, понять, но если коротко ясно, что я думаю, что это интересно. Я, к сожалению, последнюю реплику не расслышал. Я имею в виду, ну, если вы в TikTok, например, я сама в TikTok но не особо люблю. Ну, ради вас тоже я подключусь в TikTok, мне будет интересно. Интересно, спасибо большое. Знаете, я могу сказать, что да, был такой момент, когда можно было залипнуть на TikTok. И у меня даже, знаете, был проект ЮНЕСКО, где я должен был выступать с лекциями там по медиаграмотности. Я вот просто заметил, что в какой-то момент я стал залипать и вот мог откладывать какие-то дела и вот просто там вот в ТикТоке там какие-то эфиры снимать. Но в какой-то момент я понял, что, ну, я поговорил со своим иностранным другом, он говорит, я вот просто все социальные сети, значит, удалил, и у меня столько появилось свободного времени. Вот. Я тоже все удалил, все социальные сети. Вот. А потом какое-то время у меня встреча с ректором, и она говорит, говорит, я вас не вижу, говорит, ваши там посты, там вот все. Я говорю, я удалил. Она говорит, я сейчас заходила, говорит, слушала вас, и я восстановил. Вот. Да, у нас даже наоборот считают, что надо проявлять. У них там поменялось правительство, и наш университет предложил им 3 стипендии, да, чтобы вот, я написал пост такой, пожалуйста, помогите, спасите жизни 3 студентов. И она прочитала этот пост, она говорит, а почему бы не мы? И вот приятно, что у нас такой ректор, который реагирует вот так очень эмпатично. Вот. Мгм. Но это не реклама вуза, это просто между слов. Расскажите, пожалуйста, о своей вот будущей, как сказать, Поездки? стажировке или Ага, командировке, поездке, да, ага, за рубеж. хорошо. Да, мне предложили поехать, значит, в Эквадор. Вот, я прошел конкурс, значит, преподавать там интересный предмет, который называется «Переговорный процесс и разрешение конфликтов». Вот. Я вот когда работал в Красном Кресте, мы работали с конфликтными зонами, и вот я часто участвовал в переговорных процессах. Вот. И этот опыт, он мне позволил вот проводить свои занятия в формате симуляций. У меня вот как бы студенты, они вот симулируют разные ситуации, а когда я, допустим, вот контролирую ну, переговорный процесс. И это очень интересно, потому что студенты обретают вот навыки того, как нужно вообще на переговорах себя вести для того, чтобы достигнуть там, допустим, вин-вин или компромисса, вот, и чтобы не потерять вообще и не удариться лицом в грязь. Вот. Этот предмет я буду преподавать в Эквадоре, город Кито. Значит, у меня будет моя зарплата, ам, проживание бесплатно, питание, трансфер, вот, и возможность путешествовать по, значит, университетам группы Синтана, которые аффилированы с Arizona State University. Я получил визу на 10 лет в Америку, вот, поэтому буду путешествовать по Америке. И значит, у нас там в этой группе находятся Гватемала, Уругвай, значит, Мексика, Коста-Рика, значит, Китайский университет, университет Бельгии в Стамбуле, университет Черногории, университет в Индии, Дели. Вот, так что вот такая будет работа.
Ну, там Мгм. интересно, там, знаете, это все-таки тропики. Я вот выбрал все-таки как центр, как именно эту страну, а не Черногорию. Потому что мне многие говорили, ну что ты будешь там в Черногории делать? Только ходить с черногорцами общаться. Вот. А тут джунгли, ходят по улицам игуаны, как вот кошки у нас и собаки. Вот. А, Тропики, бананы постоянно. И вы там раньше не были, да, наверное? Нет, я там не был. Мгм. Классно. А Да. семья, дети? Значит, у меня, я могу сказать, что интересная супруга, она медик, врач. Вот. У нас сейчас достаточно интересный вообще период отношений. Мы общаемся, значит, по воскресеньям. Вот, у нас Европейский брак, да? да, да, у нас такой абсолютно европейский брак. Вот. Мгм. Ну, такая была красивая свадьба. У нас, кстати, в ТикТоке были эти все. И мы танцевали там узбекский танец, потом танцевали еврейский танец, хаванагилу, потом танцевали, значит, индийский танец. Вот. Все это как экспромтом. И вы знаете, всем так понравилось, и у меня видео набрало 500 тысяч просмотров. Да, 500 тысяч просмотров. Но, значит, вот тут у меня как-то было очень много всяких доброжелателей, и мне даже позвонил брат, сказал: "Ну что ты такое? Занимаешься наукой, а тут какие-то танцульки в интернете". А я вообще, знаете, считаю, что, не нужно бояться вообще. Вот если захотелось там вот поделиться той или иной информацией, вот если вам самому это хочется, то это никак не препятствует вашим научным каким-то изысканиям. Абсолютно. Особенно, когда радость, да, Да, какая-то. да, да, абсолютно. Потому что, то, что я занимаюсь наукой, это не значит, что я не могу быть человеком, и я не могу Да. есть, не могу ходить в Сухарь. театр. Да, да, абсолютно. Это я не человек в футляре, так что я обычный живой Мгм. человек. Errare Да. humanum est. Ничто человеческое. Даниал, хотелось бы посмотреть это видео. Да, вот видео, потом, значит. Вы знаете, у меня еще такой вот был момент, который меня очень впечатлил, я расскажу. Когда я вот работал, в Грузии, я работал в такое время, когда там в Грузии было тяжело. Значит, 2005, 2006, 2007 года. И там были, знаете, очень много разных таких вернисажей. Вообще грузины, они, вот я не знаю, мне кажется, в каждой семье вообще у них культивируется творчество. Кто-то рисует, кто-то играет на флейте, кто-то там, я не знаю, на фортепиано, кто-то там изучает иностранные языки, кто-то там рисует, кто-то там, вот. И вы знаете, мы были на вернисаже, и вот картины смотрели, вот картины, какие-то скульптуры. И тут мне, знаете, вот бросилась в глаза картина с такими яркими балкончиками. Там вот у них есть над Курой, такой вот, значит, дом с яркими балконами. И он у него такими, знаете, были яркие, такие, знаете, переходящие в прям ядовитые, цвета. Я говорю, вот так необычно, вот так у вас такие прям яркие, краски вы подобрали. А он говорит: "Вы знаете, у нас серого и черного в жизни так много". Поэтому я Мгм. решил это передать на бумаге, вот такую вот, как бы, вот, значит, такое яркое самовыражение. Мне так понравился его ответ. И потом как-то я вот, когда преподавал, вот, мы с вами преподавали в Алмаю, у меня вот была группа студентов, 11 девочек, и они все вот вверх-вниз полностью все черное. Я говорю: Мгм. "Девочки, вы все одинаково одеты, все одеты в черное. У вас самый красивый период жизни, да, вот период такого вот все-таки цветения, такого рассвета, и нужно вот просто пестрить этими яркими вот красками". И после этого они стали ходить с бантами, там, я не знаю, какие-то белые рубашки, все, и какие-то там платья. Я говорю: "Ну, понимаете, ходить в черном, вот вверх, это же не, понимаете, вас не обязали, вы не работаете в каком-то казенном учреждении, где вот такой бизнес-лук, и вы должны Мгм. ему там соответствовать. Понимаете, вы Мгм. приходите, и вот это что такое?" Я помню, когда у нас мы в школе учились, девочки же все находили черный фартук, черный там, но только по праздникам можно было эти манжеты менять, вот, Мгм. фартуки, вот, и, а, да, это было такое казенное все, да, такая была униформа, но тут я вообще за то, чтобы люди не боялись самовыражаться. Да, согласна. Да, да. И у меня даже, знаете, есть видео, где я рассказываю о том, меня как-то часто спрашивают: "Ой, ну у вас, наверное, есть свой этот, дизайнер".
Я говорю, у меня нет никакого дизайнера. Я рассказываю о том, как я вот подбираю свой Да, лук. и вы так одеваетесь, я помню, у вас голубой костюм или Да-да-да. там какой-нибудь бирюзовый, желтый. Да, я вообще рассказываю о том, что я уже переступил такую возрастную черту, когда я могу себе позволить любую смелость. Мгм. А вот я так думаю, что вот Франция оказала вот самое большое такое влияние на культуру, ваше мировоззрение. Да, вы знаете, но я не стал французом. Я скажу, что даже говоря по-английски, я не стал англичанином. Вот. Мне часто говорят, знаете, мне пишут: "Ой, а почему вы не за рубежом? Вы должны жить за рубежом". Я говорю: "А почему вы считаете, что вот ваше желание жить за рубежом является моей мечтой?" Вот. Я, знаете, как бы, может быть, не привязан сильно к географии, да, но я люблю то место, где я живу, да. Здесь мои друзья, здесь меня понимают, здесь меня любят. И я помню, что когда вот в любой поездке, как бы долго я не находился, я лечу, я смотрю на часы, и я вот с нетерпением просто думаю, когда я окажусь на родной земле. Для меня так. Вы знаете, все-таки я не хотел бы как-то тусоваться в какой-то эмигрантской такой тусовке. Точно, да-да. Я Да, видела этих иммигрантов в Америке, да, да, и а, знаете, в мыкаются, Великобритании. знаете, пытаются себя найти, но при этом как вот я не знаю, вот, все-таки это не мой путь. Мгм. Да, я понимаю очень. Даже, знаете, вот, в прошлом году были январские события, Мгм. и я живу за Арбатом, Да. и через наш двор проходило очень большое количество людей. Очень большое количество людей были вооруженные, и, у меня супруга говорит: "Давай как бы сплетем из моих простыней веревки". Я говорю: "Ну, понасмотрелась вот всяких, а, фильмов". Я говорю: "Какие?" Вы знаете, даже в этот момент у меня не было какого-то, ну, страха, что вот я не уехал куда-то вовремя, вот там куда-то не смылся. У меня не было этого. Я тут просто, а, мы встречались с моим другом, который в КИСе работает, и обсуждали вообще эту ситуацию. Но понимаете, эта ситуация могла возникнуть в любой части света. Это может в Нью-Йорке произойти, это может вот где Мгм. бы то ни было. Я помню, на меня напали в Южной Осетии, и я как-то у меня очки тогда украли. Я вот просто, добирался, вообще не знаю как, вообще как я нашел путь к офису. И там у нас одна осетинка, она преподавала итальянцу русский язык, и она говорит: "Ну, вы сейчас будете думать плохо про всех осетинов". Я говорю: "Я не буду думать плохо про всех осетин". Говорю: Мгм. "Ну, это со мной могло произойти в моем родном городе, это могло произойти в Москве, могло произойти здесь, могло произойти в Нью-Йорке, в любой части света. Везде есть люди, которые могут нахулиганить". Мгм. Я помню, кстати, какую-то историю вы рассказывали, как на вас напали в Ам, Алмате, да? да-да-да, это была, знаете, это была М. ситуация, сейчас скажу вам, я ее тоже решил. Это была ситуация в Алма-Ате, значит, я добирался домой, и где-то у меня интуиция подсказывала, что-то должно со мной произойти. Меня стали душить, значит, в моем подъезде на площадках между первым и вторым этажами. Вот, в конце концов, они нажали на сонную артерию, я упал и был жив. Они просто убежали с кошельком. Но Мгм. когда вот вечером вот начинались сумерки, у меня как-то ноги подкашивались. Мне казалось, что вот что-то вот они вот снова придут, там вот поймут, что я выжил, меня там добьют. И знаете, я уже не мог. Вот хотя у меня квартира была, мне так нравилась она, я ее так обустроил интересно. И, я ее продал и переехал в другой район. И все забыл. Мгм. Как будто этого и не было. Ну, вы знаете, вот я Я ее тоже тоже вот, прописал в тексте. Я ее тоже в тексте прописал, там других да-да. поставил героев, там. Мгм. Вот. У Я, меня кстати, хотела сказать, что вот, по-моему, вот это вот бывает, что когда человек пишет художественное произведение, это своего да, рода психологическая как бы вот работа над своими травмами, может быть, да? да, да. И знаете, вот я еще скажу вот такой случай, если этого интересно. Я же когда писал финал, М. вообще, когда, ну, автор пишет финал, он хочет, чтобы он такой был, знаете, такой вот,
ну, ошеломляющий просто финал. И я думал, что я не буду заканчивать хэппи-эндом. Хэппи-энд – это не мое. Вот я так решил. И вы знаете, у нас была такая ситуация, я работал в английском вузе, и у нас была такая ситуация, когда, значит, набирала один из маркетологов студента из Найроби, значит, и он же должен пройти, знаете, medical screening, ну, медицинскую проверку, он должен там пройти всю эту как бы документацию. Он зачислился, он, значит, предоставил свои медицинские справки, прошел всю эту такую нервотрепку визовую, и в конце концов он умер на КПП в аэропорту, на паспортном контроле. А случилось так, что он, оказывается, узнал, что у него рак, и не сообщил никому. А в университетах не требуют вообще справку о том, что есть рак или нет. Там требуют только рентген там, и так далее. И, значит, он решил так, что вот он поедет в Англию, там проучится на MBA, и, может быть, в Англии он там излечится. Вот. И он умер прямо вот в аэропорту. Значит, меня так эта ситуация зацепила, и я думал, вот я примерно так напишу. Я начал писать уже 2 страницы, и я на себя экстраполировал эту ситуацию. У меня поломались очки. Я носил вот эти очки, вот Dolce Gabbana. Я их поломал. Здесь у меня дужка одна короче другой. Немного. Я пошел их ремонт. Ну, то, что жалко было их, пошел в эту мастерскую, на ремонт сдал. И возвращаясь, я зашел вот просто проверить свое зрение. И оказалось, что у меня зрение было минус 15, на одном минус 20. И, значит, сама офтальмолог, она не верила показаниям, и мне предложила пойти там вот в клинику Коновалова, проверить там на пентакаме. И мне сказали, что я ослепну, что я просто не буду видеть. А я уже все должен был ехать в Англию. И вы знаете, у меня такой был как бы момент, как будто, ну вот все, я вот решил, и все. И вот просто эту ситуацию я на себя экстраполировал. И я что сделал? Я изменил финал. Я финал сделал с открытым ответом. У меня получился открытый финал, но не негативный. Это не совсем хэппи-энд, но и не негативный финал. Вот. Случилось так, что мы пошли на какие-то следующие анализы, и мне сестра говорит: я сейчас за тебя помолюсь. Я говорю: чего молиться, когда я уже знаю, что я слепну? Она говорит: ну давай. И мы зашли вот уже просто не в Коновалово, а в институт глаза, да, или зрения у нас. Глазной. Глазной институт, вот. Мгм. И у нас была врач, и она проверила, значит, мое зрение. Она говорит: у вас один глаз не на последней, а на 3-й стадии. Вот. И она мне предложила сделать операцию, значит, в Москве. Да, в Москве. Мы поехали в гости в Бишкек. Там мы познакомились с академиком, значит, Асламбековым. И он, оказывается, учился у Федорова, и он мне предложил оперироваться у его сокурсника в Москве. И мы поехали в эту клинику, и мне сделали благополучную операцию. Я теперь спокойно вижу, как говорится, 7 смертям назло. Вот. Вижу, пишу, танцую, живу и так Как вы далее. думаете, это у вас было просто совпадение или тот случай? Вот, Я думаю, что вообще как бы автор, он так или иначе либо экстраполирует ситуацию на себя и притягивает к себе негатив, да, Мгм. вот, Да. ситуация случается так, это кажется совпадение, а на самом деле нет. Да, На да. самом деле эта ситуация, она закономерна, потому что ты ее изначально к себе притягиваешь. И то, что, допустим, Пушкин, он описал свою смерть, и Лермонтов описал свою смерть, и Норма, вы знаете, Мария Каллас, которая пела Норму, и Мгм. она таким образом просто повторила суицид. Вот. Мгм. И, а, ну, это не случайность. Да, это психология. Да, да, это Это да, психология. психология. интересно. Да, да. Да. Мы же сами тоже, когда мы прорабатываем какие-то наши негативные ситуации в жизни,
Мы их тоже вот как бы меняем наши отношения к этой ситуации с негативной на позитивную. Да, да. Знаете, Это такой много осознанный, все-таки изменений. осознанный выбор. Да, да, да. Да, когда вы притягиваете себе такой негативный. Я же почему решил поменять финал, потому что понял, что уже все не так закручивается. Мгм. Решил остаться со зрением. Может быть, написать следующий роман про что-то такое, чтобы спроецировать что-то позитивное в своей А я, знаете, жизни. я же специально читал роман "Слепота", значит, Сарамаго, да. Это бразильский автор, который получил Нобелевскую премию. И я прям вот начитывался всеми этими текстами и так далее. И вот, все поменял. М, Классно. Да, Даниал, да. знаете, вы такой вот уникальный человек, космополит, и в то же время вот такой, как бы это сказать, humble. Да, да. И вот I hope, это что? I hope, я надеюсь. Да, как это перевести по-русски? Ам, Кроткий. Кроткий, Да, смиренный, да, как да, бы. да, А можно сказать, разный. что вот вы верите, что действительно в какую-то духовную часть нашей жизни она играет какую-то роль в вашей жизни? Абсолютно, абсолютно. Духовность, Да. духовность. Вы знаете, ну, как бы я католик, но я все-таки не сторонник посещения церквей, там вот, и я очень часто вообще, как бы, можно сказать, спорил вообще со своими духовниками, потому что вот для меня, как бы, духовность это не есть какой-то социальный институт. Ну, религиозность и духовность — это разные Да, вещи, я считаю. абсолютно, абсолютно, потому что я считаю, что можно взращивать себе духовность, намного больше, чем те, кто просто, демонстративно, являются, ну, там, я не говорю, что все религиозные люди, бездуховны, но я просто часто вижу, как это происходит вообще, на дурной лад, да. Вот. Мгм. И у меня была как бы беседа в эфире, с девушкой, которая надела там вот, такое вот религиозное облачение и при этом хамила. Вот. И я сказал, что просто то, как люди себя позиционируют, они позиционируют и свою культуру, и свою религию. И они как бы потому что, то, как мы себя позиционируем, это примерно то, как мы являемся, ну, послами своей культуры, да, своей Мгм. духовности, каких-то своих духовных ценностей. Вот это очень важно. Мгм. Прекрасно. Потому что мы тоже много уделяем внимания именно духовной стороне нашей, потому что для нас важно, когда вот особенно мы прорабатываем болезни, симптомы какие-то, а именно обратиться, потому что болезнь нам дается, когда человек не слышит свою душу. Вот такая вот у нас интерпретация психосоматики. Когда человек идет не по своему пути, и душа ему как бы дает сигнал в виде болезни. Болезнь часто бывает урок какой-то. Человек должен пройти какой-то урок в жизни. И часто бывает так, например, он не проработал свои какие-то негативные эмоции, какие-то негативные ситуации. И поэтому дается болезнь, чтобы пройти этот урок. И тут очень важно обратиться к душе, потому что иначе никак не проработаешь именно вот эти негативные эмоции. Надо обязательно выйти на благодарность и любовь. Мгм. Да, Да, самое важное, знаете, в этой ситуации не заниматься каким-то самооплакиванием. да, конечно. Потому что очень часто люди, которые, ну, допустим, сталкиваются с тем, что их настигает та или иная болезнь, и они не могут вообще справиться с ситуацией. А, Мгм. и, у меня, допустим, вот, есть такое заболевание, как называется, болезнь Бехтерева. Ею болел, значит, Николай Островский, да. М. И, конечно, когда у тебя, недостаточно информации, тебя это, конечно, пугает. Но когда ты, допустим, получаешь, ну, какую-то достаточную информацию, ее анализируешь, и ты понимаешь, что с этим можно жить, и это можно сделать так и так. И я, допустим, себя никогда не воспринимаю больным.
Да, потому что это то, Абсолютно. как мы к себе сами относимся. Это то, как мы сами решили, в какой, корочке мы будем ходить и как мы Мгм. будем вообще себя настраивать. Даже Да. когда мне было очень больно, и когда я, не мог найти правильного врача, и у меня были очень, сильные боли, я всегда надевал улыбку, я всегда, искал себе лучшие запонки, одевался и выходил, потому что, то, как я себя настрою, то так я буду жить. Мы даже вот Да. зашли, вот я купил, когда переехал, мы купили новую квартиру, и здесь был какой-то, знаете, какой-то бедлам был. Я говорю: мы сделаем здесь ремонт, потому что мы здесь живем. И пока мы здесь живем, мы должны жить красиво". Абсолютно. И мне как-то женщина Да. говорила: "Вы знаете, вот я такая вот чистюля и всё такое". Ну, как бы она себя в рамках своей там квартиры. Я говорю: "А то, что вы через в этот подъезд заходите, закрывая там нос, это вот, это как?" Или какая-то бабушка, которая приходила, там расплескивала по стенам, и это называлось какой-то уборкой. Я говорю: "Нет, у нас будет лучшая клининговая компания, которая будет приходить и, здесь просто убирать, и все, и мы будем за это платить". Вот, поэтому у меня здесь какой-то был дедушка, у меня же как залысина, он мне говорит: "Вы, говорит, Ленин". Ну, он, видите, он из того поколения, и у него как бы ассоциации позитивные связаны с Лениным. Вот. Кто-то меня сравнивает с Берией, так что у кого фантазия как работает. Но он так именно положительно, да, как-то вот он говорил: Давайте сделайте и у нас ремонт". Я говорю: "Я-то сам ремонта не делаю, просто организовал людей, чтобы это все было организовано". Я к тому, что, знаете, важно то, как вы себя вот напичкали чем, да, и духовно, и образование, и то. И, конечно, тот мир, в котором вы живете, с которым вы взаимодействуете, он тоже должен быть гармоничен с вами. Это все должно быть как-то вот взаимосвязано. Вот Мгм. как-то люди приходят мне и говорят: "Ой, у вас здесь какие-то маски, у вас здесь картины, у вас там еще". Я говорю: "Это мое пространство, я его обустроил именно таким образом, чтобы мне было в нем комфортно. И это мне важно". Мгм. Но смотрите, а как политик, что бы вы сейчас сказали, вот что у нас события в России проходят? Да, очень интересный вопрос. Но, знаете, я могу сказать вам вообще то, что происходит, в России, да, и как бы этот политический императив, когда одна страна, она хочет, ам, выступить как империя, да, которая в той или иной степени пытается восстановить какую-то там былую мощь. И, конечно, Россия, в этом современном понимании, она находится, в перспективе прошлого, потому что сейчас вот таким образом, вот я какая-то ядерная держава, я там, хочу поставить там, допустим, ту или иную страну как вот какого-то своего сателлита на место, это не будет работать. Это не работает уже. И, там, Версальская и Ялтинско-Потсдамская, система международных отношений, они потерпели крах. Они показали то, что эти системы несостоятельны. И, даже Организация Объединенных Наций, как организация, которая призвана, чтобы предотвращать, войны в мире, она не способна это делать, потому что она не обладает таким наднациональным инструментом контроля и авторитета для государств. А президенты государств, да, обладают такой властью, и поэтому, временно или постоянно одна из этих стран, она, проявляет агрессивные, значит, поступки. И то, что происходит сейчас между Украиной и Россией, это, в принципе, в этом нет ничего нового. Это было всегда, это, история человечества, оно как бы подвязано на то, что, люди, в отличие от животных, которые не убивают себе подобных, да, а, люди создают, даже ученые в это вовлечены, создают оружие массового уничтожения, начиная вот от, там, я не знаю, биологического, химического, ядерного, атомного и так далее. И, даже пандемики все эти, это все как бы тоже, инструменты Мгм. подавления человеческой воли и так далее. И это то, что мы вот как бы,
то, что проявляет как бы там Путин, Россия, это как целая корпорация, да, как бы это как вот, допустим, вы же эти вот звенья вот этой матрицы, вот этой политической матрицы, которая существует, и а, это, допустим, вот вы представьте себе, что а, Ив Сен-Лоран, да, Ив Сен-Лоран и какой-нибудь его сотрудник придет и скажет, а это самые плохие там духи, да? Он не скажет так, потому что он является частью этой корпорации, которая, допустим, действует именно по таким правилам. И, значит, и в России сейчас остаются те, кто согласен с этим императивом, согласен с политикой Путина. Вот, допустим, наш университет принял 2 релокантов из России, которые были против войны. Они приехали до мобилизации, они выступали, значит, в России против, и многих из них арестовывали. Вот. Но, конечно, это система, с которой они не способны вообще справиться. Да? И кто-то идет осознанно на то, чтобы там, вот, допустим, попасть за стенки, там вот будет как-то там дискриминируемым этой системой. Да, но я считаю, что эта ситуация ничем не отличается от от любого другого конфликта, который там, я не знаю, там сирийский конфликт или там Афганистан, Ливия, вот вообще все страны, через которые прошла арабская весна, и Судан и так далее. Просто, конечно, на упор и фокус на Россию и Украину очень большой, а для нас, для Казахстана, это потому что мы соседствующие страны, у нас очень большая протяженность границ с Россией, и в этом конфликте участвуют страны НАТО, поэтому, конечно, фокус очень, очень большой, вот. Но сам по себе конфликт, он не отличается никак от тех конфликтов, которые происходят в мире, там, я не знаю, палестино-израильский конфликт, Кашмир между Пакистаном и Индией. Вот. Я думаю, что как минимум, этот процесс конфликта затянется на 5-10 лет. Но вот посмотрите, Россия, которая заявляет о том, что она, значит, защищает Донбасс. А вы посмотрите, что происходит с этими городами. Там практически никого не осталось. Там выжжены все эти города, все эти дома, которые просто полуразрушены, и там никто не остался. Но в чем принцип такой защиты? Да, Абсолютно очень бессмысленно. Понятно, печально. благодарю. Ага. Да. Мгм. Ну, знаете, когда я вообще выступаю, как бы говорю, мне когда я выступаю как бы и даю интервью для украинских и другим каким-то журналистам, и, конечно, я придерживаюсь нейтралитета, да, потому что наше государство, оно именно придерживается именно этого принципа беспристрастности, и для меня как бы эти принципы тоже очень, очень ценны и важны, да, но вопрос в том, что как это вообще влияет, сколько вообще людей просто-напросто стало жертвами а, этого конфликта. Да мы сами все. Все Мгм. подорожало кругом, да. Ценники везде поднялись. Это этот конфликт, который вот просто-напросто напрямую влияет на всех нас вообще, кто живет здесь, в этом регионе. Для тех, кто живет в Эквадоре, допустим, этот конфликт, он такой урок стоит. Да. Благодарю. Ага. Я вот слушала такого политолога, он живет в Канаде, Мгм. Шабанов. Ну, слышали? Шабанов, я забыла его имя. Он говорит, что сейчас происходит просто глобальный раздел мира, влияний, сфер влияния. И он говорит о вот англосаксонской и ватиканской группе. Вы знаете, я скажу, что, как бы я думаю, что это все-таки продолжение холодной войны. Конечно, здесь уже не присутствует СССР, но Россия представляет именно
вот в этой точке как бы. Ну, потому что Путин, в принципе, до 2003 года, когда вот выступил против вступления войск Америки в Ирак, и особенно когда была Мюнхенская встреча, где он вот в разговоре с Обамой заявил о том, что вот Россия претендует на то, чтобы вот вообще иметь политический голос в международной политике. И тот ему заявил о том, что вот он не собирается ли он вообще как-то возрождать какие-то имперские наклонности. И вот с того момента вот начался этот процесс вообще противостояния коллегиального Запада и России. И мы видим в то, во что это все вылилось. И конфликт, который между Украиной и Россией, он еще был Хантингтоном в 93 году отмечен и вообще, можно сказать, определен в его книге «Кризис цивилизаций», или вот на английском «Clash of Cultures», да, где он описывает, что вот есть англосаксонская, романская, да, есть разные цивилизации, и как бы между ними происходит такое столкновение. Но я скажу, что англосаксонская и романская все-таки они в той или иной степени успешно взаимодействуют. И здесь, я думаю, что славянский мир, он уступает, да, он уступает в этом конфликте. И даже Украина, она здесь рассмотрена как вот этот раздел между вот западной и восточной, это такой культурно-цивилизационный, да, вот западные католики, восточные православные. Если в Югославии подобные вещи, у них там тоже хорваты – это католики, сербы – это православные, да, и между ними там боснийцы, герцеговинцы, да, мусульмане. Но тогда это они бескровно так разрешили конфликт. Отошла Словения, Хорватия, потом уже между сербами и албанцами начался этот религиозный этнический конфликт. Вот. Тогда, в 93 году, тогда еще не совсем было ясно, да, конечно, был вопрос о Симферополе, да, Севастополь, Ялта, все это как бы, ну, флот, да, все это, конечно, так поднималось, но, тем не менее, до оранжевой революции 2005 года не все так было ясно и четко, да, что вообще может произойти между Украиной и Россией. Затем 2014 год, Крым, вот, и пошло все дальше, пошло вот до военного конфликта. И вот этот раздел, он, конечно, такой как бы неоткровенный, но я считаю, что это такая вот как бы фаза холодной войны, потому что она на нейтральной территории происходит, ну, как бы нет открытого противостояния Запада и даже ни одной страны НАТО с Россией, да, пока что это не глобальная война и не мировая. И я надеюсь, что этой стадии не наступит, и этот конфликт не перейдет в фазу мировой войны. Если бы Путин лет 8 назад с Украины или вот этот ход бы сделал, вообще все было бы по-другому, наверное, да? А вы имеете в виду ход какой? Ну, 8 лет назад, например, ну, если бы он так Крым же вы имеете, вошел. да? Да. Ну, здесь видите как, здесь же как ситуация произошла, да, что был Майдан, и для России это был удобный способ вообще как бы вот свой военно-морской флот забрать себе, как бы, да, с территории, которая официально является, ну, по международному праву, является частью территории Украины, да. И это, конечно, в рамках вообще международного права, это аннексия, это захват чужой территории. И здесь несостыковка двух принципов международного права в рамках Организации Объединенных Наций: принцип самоопределения народов и принцип территориальной целостности. По принципу территориальной целостности это территория Украины, и она должна быть с Украиной. А по принципу самоопределения народов эти люди, ну там, я не знаю, русскоязычное население, что там вот референдум, что там вот
так-то, так-то. И понимаете, здесь каждая сторона всегда в таких вот вопросах, они обыгрывают принцип тот, который им удобен. И Россия, она определяла именно по этому принципу, и для России был выгоден именно этот принцип. Но Россия, с того мы, знаете, я пишу исследования по транснациональным корпорациям, потом, ну, как бы у меня есть статьи по Макдональдсу, как стали закрываться в 2014 году. Сперва в Украине, ну, как бы сперва были закрыты Макдональдс на крымской территории, потом, значит, были закрыты 100 ресторанов Макдональдс в России в 2014 году в ходе этого конфликта, и Роспотребнадзор указывал на то, что это не из-за конфликта, что там вот санитарно-эпидемиологические как бы вот эти критерии, значит, не соответствовали. Таким образом, вот Роспотребнадзор осуществлял мониторинг. А на самом деле это был такой вот все-таки геополитический фон вокруг всех этих событий. И ну, понимаете, история, она не признает сослагательности, поэтому вот если бы там вот он не поступил, то другой был бы как бы ход. Но я могу сказать, что не тогда, но позже бы это произошло, потому что конфликт в мировоззрении вот, Путина и Запада, он был уже такой вот острым, вот этот конфликт. Вот если бы не Путин, был бы, допустим, политик а-ля Ельцин, да, который был достаточно такой настроенный на Запад, и вообще все западные ценности, они настолько все имплементировались и в России, и у нас. Все американское было вообще самым лучшим, и все хотели там вот слушать Мадонну и Майкла Джексона, и есть там Макдональдс, вот. И у нас, как бы, вы помните, когда у нас только Макдональдс открылся, какие очереди стояли, чтобы вот люди попали там в Макдональдс, да? Потому что это все было вот настолько все гиперболизировано и представлено. Но уже с приходом Путина изменились вообще подходы. И если вы возьмете опять Козырева, да, внешняя политика России, она была ориентирована на Запад. России вообще не было дела до бывших советских республик, там, до Центральной Азии, до там, стран Закавказья и так далее. Но как только уходит Путин, приходит, значит, уходит Ельцин, приходит Путин, там Примаков и все, и вектор политики меняется, да, вектор политики меняется, но Россия – это же не Советский Союз, понимаете, Советский Союз, который так вот, там же у основания сидел Ленин и Сталин, это были такие вот теоретики, да, вот, потому что это вот вообще люди, которые закладывали вообще весь фундамент коммунизма. Это не Хрущев, не Брежнев и так далее. Это все люди, которые, в принципе, развалили систему. Но да, там система строилась через кровь, через вот этот военный коммунизм, через продразверстку, продналог и так далее. Очень много было всех этих минусов. Но они смогли совершить пролетарскую революцию. Они смогли привести к власти рабочих и крестьян. И это была, как бы это был прецедент, это была первая революция в истории человечества, когда эксплуатируемые стали управлять, а эксплуататоры из страны убежали, да, и вот эта вся февральская революция и октябрьская революция, все это вот постепенно привело к этому. Но Россия, которая сейчас Путин, это не Ленин. Это люди, которые сейчас ведут войну и не знают вообще, не понимают, потому что все люди, которые погибают, они просто-напросто практически, ну, как пушечное мясо, там вот людей этих отправляют, молодых этих призывников на эту войну. Там эти люди просто бессмысленно умирают, как вот когда отправляли советских граждан воевать за Афганистан, да, при Брежневе. Ну, Даниэл, чего как вы думаете, есть да. угроза ядерной войны? Вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Вы знаете, когда была холодная война и был Карибский кризис, когда, значит, НАТО разместила военные базы в Турции, ну, прям вот под носа СССР, СССР отправил свои ракеты на Кубу, да,
Практически вся Флорида была в подвалах, да, потому что все ждали ядерную войну. Но все разрешилось, потому что конфликт был разрешен благодаря переговорам Кеннеди и Хрущев. Все-таки пришли к выводу, что нужно вести переговоры. Советский Союз, Китай, тоже было обострение на Жаланашколь, 1969 год, это прямо вот на нашей территории, озеро Жаланашколь. И все там, Косыгин и Иншиллоу из Китая, они подписали все, провели переговоры, подписали мирное соглашение и все. Да, конечно, это затянуто, конечно, к миру приходит не сразу, что очень много людей умирает. Это экономики просто-напросто скатываются до нельзя. Вот это все, конечно, имеет место быть. Но не будет ядерной войны. Да. Благодарю, вы очень обширно все, классно все рассказали. Спасибо. Даниэл, благодарю вас. Это Да. было очень интересное Я надеюсь. выступление. Я надеюсь, мы еще встретимся. Хорошо, спасибо большое. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я надеюсь, что я что-то полезное смог вам передать. Вот, так что всем больших успехов, и не бойтесь быть самими собой. Благодарю. Вы очень молодой, интересный, много знающий. Благодарю вас за это. Спасибо большое. Спасибо большое. Всё. Благодарю.